Меня зовут Ксения Куминова, мне 26. Только певица. Никак иначе. Других вариантов не было. Нет, конечно, были там поползновения, когда что-то надоедало, когда расческа надоедала, пылесос, на который встаешь, тоже надоедал, видимо. Когда цветы не так бросали, когда не так аплодировали. Но цель была всегда одна. Попасть в музыку, попасть вот в эту творческую профессию и петь на сцене. На самом деле переходный возраст для меня был очень сложным таким периодом жизни, потому что у меня в семье были достаточно такие сильные проблемы в плане взаимоотношений. И, наверное, я бы себе сказала: Ксюш, не растрачивай себя на пустяки. Видимо, творческие люди, они пропускают все через себя. То есть если страдать, то страдать на разрыв аорты. Если радоваться, то радоваться просто вот фонтанами, да, эмоции плещут. А страданий в переходном возрасте их больше. Поэтому я бы все-таки сказала: Ксюш, не трать нервы, нервные клетки не восстанавливаются. Моя семья — это мои близкие, те, с которыми я живу, иду рука об руку. Я такой человек, я за справедливость. То есть если мою семью как-то где-то что-то обижают, у меня включается просто Куминова +1. Знаете, вот есть Зайцев +1 сериал, есть Куминова +1. Это другая вообще сторона моей личности. Я начинаю просто рвать и метать. Мне кажется, нельзя, конечно, такие вещи говорить, но я готова порвать просто за семью. Для меня это моя поддержка и опора. Наверное, без семьи, без близких невозможно идти по жизни. Один, как говорится, в поле не воин. А семья — это твоя такая банда, которая тебя поддерживает по жизни. Мама для меня — это, наверное, вообще... Вот видите, эмоции мои, это вот я говорю, это сразу, сходу просто. Мама для меня — это, наверное, самый главный человек в жизни. Она настолько... Вот она готова дружить со мной. Вот есть мама, которая прям мама. Она воспитывает тебя, она дает тебе все твои жизненно необходимые вещи: учеба, воспитание, одежда, еда, кров и так далее. Да? А мама для меня — это моя подружка. Она знает обо мне абсолютно все. У меня такая сфера деятельности, что друзей у меня, к сожалению, не так много, как хотелось бы. И, наверное, все мои взлеты, падения, все мои проблемы по жизни мама, она мне помогает разгребать мои мысли в голове, потому что, как я уже говорила ранее, их там слишком много, и я, бывает, зарываюсь жутко, и она меня спасает. Мой спасательный круг. У меня с этим проблемы, с любовью к себе. Это, наверное, плохо, но мне хочется все время отдавать. То есть я себя отдаю. Хотя это, наверное, неправильно. Такая позиция по жизни. Как говорят, люби себя сам, тебя полюбят другие. Но мне хочется сделать жизнь спокойнее и размереннее для близких. То есть я безумно люблю своего мужа. Да? Я, наверное, даже сильно отдаю себя. Не сказать, что я жертва. Такого нет. Но просто мне хочется, чтобы всем было хорошо вокруг. И любовь — это нечто большее, чем эмоции, чувства, порывы страсти какие-то. Страсть приходит, а потом со временем она угасает. И когда чувство и любовь построена на страсти, она потом сходит на нет. Это, наверное, уважение, привязанность. Например, у меня нет детей сейчас, и мне хочется родить с этим человеком ребенка. Для меня это очень важный такой момент, потому что, как для артистки, это такая история достаточно важная и серьезная. Уйти с твоей дороги на какое-то время и отдаться жизни семейной. Наверное, я больше всего боюсь быть неуслышанной. Быть неуслышанной в плане того, что мое творчество будет не оценено по достоинству. Все равно, когда ты делаешь музыку, ты стараешься сделать так, чтобы она все-таки дошла до сердца, до души зрителя, твоего слушателя. И мне бы хотелось, чтобы меня все-таки услышали и подняться туда, куда я, в принципе, стремлюсь.
Поэтому, наверное, это самый важный критерий, который меня беспокоит. Зачаровываюсь всегда. Я не научилась легко воспринимать ситуацию, не научилась принимать людей такими, какие они есть, хотя это очень важно. Принимать человека, как он есть. Он не может, да, быть таким, чего бы ты хотела в нем увидеть. Вот я там на него возложила такую груз ответственности, он тебе сказал: слушай, я не такой, оставь меня в покое и не требуй от меня ничего. Вот, поэтому я все-таки чего-то ожидаю много, а потом все мои замки и все. И я, получается, сижу со своими очарованиями и разочарованиями и думаю: блин, почему вот так? Ну, я гружусь долго, потому что я верю в знаки зодиака. И в силу своего вот этого знака зодиака я очень копаюсь много, долго, пока меня кто-нибудь из близких не дернет и скажет: Ксюш, алло, очнись. У меня тут было счастье. Меня заставили выучить песню за сутки. Перед серьезным мероприятием, где были все важные очень люди, она была открывающей. То есть перед гимном России. Там все только собрались, и я понимаю, что мой мозг очень устал. И если сейчас вылетит одно слово из песни, это будет просто, можно будет уйти и повеситься где-нибудь точно. И вот когда стоишь, у тебя такой идет мозговой штурм в голове, ты поешь песню, и твой мозг думает наперед, какие там дальше фразы. И мне кажется, даже мое лицо было вот такое, что я стою и думаю: так, блин, что дальше? И выходишь, и ты понимаешь, что ты ничего не забыла, ты все спела, вышла в гримерку, думаешь: Господи, спасибо, я так счастлива, я поехала домой, отдохну. Вот, поэтому счастье, да, для меня это такие мелочи, но у меня это бывает довольно редко, потому что у меня все такое достаточно серьезное, я такой человек прагматичный, мне надо знать все наперед, никаких таких всплесков у меня не бывает. Я поэтому и говорю, что я бабка. У меня все по полочкам. То есть я всегда должна знать, что будет дальше. Никаких мне вот тут отступлений не надо. Все должно быть четко. Все сработано. Вот. А так, счастье для меня — это какие-то воспоминания. Все-таки хороших моментов в голове. Вот сидишь утром, я очень люблю завтракать. Прийти с утра, взять кашку себе, кофеечек самый вкусный для тебя. Сесть и подумать. Просто подумать о чем-то таком хорошем или включить песню в машине о любви, какую-нибудь такую романтичную, с которой ассоциируются какие-то жизненные моменты теплые. И вот едешь, я такая плакса, это просто ужас. Поэтому я могу ехать в машине, слушать песню романтичную, вспомнить какой-то хороший момент и начать рыдать, слезки на колеске, все, я уже расплылась вся в любви, в воспоминаниях, и мне хорошо. Я слаба, наверное, на зависть. Я завистливая. Не сказать, что у меня черная зависть, да, что я хочу, да, что ничего не получилось. Я смотрю и думаю: блин, почему у него получается, у меня нет? Что во мне не так? Если что-то идет не по плану, я думаю: что такое? Что происходит? Что со мной опять не так? Я начинаю сразу же в себе копаться, и меня это, конечно, приземляет. Я начинаю ступориться, я перестаю идти вперед, перестаю что-то делать, я встаю на месте и начинаю мне зарываю себя. Я в этом, конечно, немножко слаба. И моя слабость — это, наверное, негатив. Негатив, который поступает извне. То есть меня это тоже сбивает с ног. Сильно достаточно. То есть я где-то что-то услышала. Есть же люди, которые что-то услышали, и это мимо ушей пропустили. Я каждое слово воспринимаю на свой счет, и меня это прямо топит, бывает сильно. Я горжусь собой. Я считаю, что для своего возраста и своего уровня, который у меня есть сейчас, я достаточно неплоха. Конечно, могло быть и лучше, есть и на лучшее всегда найдется еще лучше. Но на данном этапе жизни я считаю, что очень много всего повидала, очень много добилась. Этого нет у многих, что есть у меня. Поэтому я, наверное, горжусь собой, что я не сломалась, не дала слабину в каких-то моментах. И
и шла дальше, не останавливаясь. Да, наверное, в моей жизни важно все, что я делаю. Важно мое окружение, важно, потому что я стараюсь все-таки окружать себя людьми настоящими, искренними. Их было очень много, но впоследствии показали они себя немножко нехорошо, и мы расходимся обычно. И важно, наверное, моя работа, важна моя семья. Есть, конечно, определенная лестница, по которой, я бы сказала, пирамида, по которой есть уровень важности, да, каждой отрасли моей жизни. Но важно все. Вот я вроде бы творческая личность, и вроде бы я должна рвать и метать, и искать себя в музыке, но, наверное, семья для меня важнее, чем музыка. Чуть-чуть. Это все-таки две моих главных страсти по жизни. Это музыка, творчество и семья. Но главная мечта все-таки выпустить альбом и хотя бы поучаствовать в каком-нибудь шоу. То есть попасть на телевизор и всем сказать: «Хей, привет, я здесь, ребят, у меня получилось». Вот, наверное, это главная мечта. Точно мамой. Я мечтаю о дочке. Очень вообще вот просто с ума схожу. Ну и надеюсь, что все-таки у меня получится добиться каких-то маленьких хотя бы целей, которые были поставлены у меня в плане. Хочется очень. Вот. Ну и хочется слетать куда-нибудь побольше. Я надеюсь, что у меня будет уже такая копилочка полная путешествий. Хочется побывать везде, а пока нет возможности, мы, конечно, упускаем время очень много из-за вот этих болячек, болезней. Вот. Мама путешественница и артистка востребованная. Ксюш, дорогая моя, я желаю тебе быть спокойней, целеустремленней, сильнее. Желаю тебе добиться того, чего ты внутри себе придумала. Этих воздушных замков, которые ты себе придумала, пусть они будут. Пусть они не рушатся, а именно реализуются в твоей жизни. Будь самой счастливой. Это самое главное.